Для многих трехколесный мотоцикл — это непонятная, а самое главное, ненужная штуковина. Однако любителей трайков на самом деле довольно много, которые с помощью кит-комплектов или сами переделают своих двухколесных коней, чтобы получить повышенную устойчивость, комфорт, а самое главное — прикованный взгляд недоумевающих автомобилистов и прохожих. Ну, как вы понимаете, не все мотоциклы подходят для подобного кастома. Чаще всего используют технику с большими и мощными моторами, которые без проблем смогут таскать серьезно возросшую снаряженную массу. В сегодняшнем выпуске вы увидите 7 самых популярных мотоциклов, которые больше остальных переделывают в трайки. Открывает наш топ мускул-байк Suzuki Boulevard M109R, который за своего внешнего вида и паровозной тяги зашел довольно многим любителям трех колес. Его сердцем является двухцилиндровый V-образный двигатель жидкостного охлаждения объемом 1783 кубических сантиметра. Он выдает 125 лошадиных сил мощности и 160 ньютон-метров крутящего момента. При сниженной массе в 347 кг разгон до 100 занимает невероятные 3,6 секунды, а максимальная скорость свыше 200 км в час. Поэтому дополнительная двухколесная система вообще не напрягает этот круизер. На шестом месте американский бренд Harley Davidson, мотоциклы которого очень любят переделывать в трайки, причем два колеса могут быть как сзади, так и спереди. Но мы возьмем самую любимую у кастомайзеров модель Harley Davidson V-Rod. Этот круизер оборудован V-образным двухцилиндровым двигателем объемом 1247 кубических сантиметров. Он выдает 125 лошадиных сил мощности и 117 ньютон-метров крутящего момента. Данный нетипичный для Харлеев агрегат имеет угол развала цилиндров 60 градусов, верхние распредвалы и жидкостное охлаждение, за что его довольно долгое время не считали настоящим Харлеем. С завода мотоцикл имеет снаряженную массу в 307 кг, а от 0 до сотни V-Rod разгоняется за 3,5 секунды. Максимальная скорость составляет 220 км в час. На пятом месте знаменитый гипербайк Suzuki GSX 1300R Hayabusa, который впервые появился в 1999 году. Это единственный мотоцикл в классе, который очень часто переделывают в трайки и трициклы, то есть ставят два колеса либо сзади, либо спереди. Но это и не удивительно, ведь здесь установлена рядная четверка автомобильного объема 1299 кубических сантиметров, мощностью 175 лошадиных сил и 138 ньютон-метров крутящего момента. А с 2008 года объем возрос до 1340 кубиков, мощность поднялась до 197 лошадиных сил и 155 ньютон-метров крутящего момента. При заводской снаряженной массе в 266 кг гипербайк от 0 до сотни разгоняется около 3 секунд, максимальная скорость свыше 300 км в час.
Далее идет Yamaha VMAX, причем модель 1200, которая очень популярна у японских кастомайзеров. А все потому, что именно первое поколение кувалды имеет безграничный потенциал для модернизации, так как обладает большим запасом прочности. Напомню, VMAX 1200 появился в 1985 году и стал одним из первых серийных дрэгстеров классического внешнего вида, показывающим выдающиеся динамические характеристики в гонках на 402 метра. А все благодаря V-образной четверке объемом 1198 кубиков, который выдает 145 лошадиных сил и 123 ньютон-метра крутящего момента. Главной особенностью данного мотора является наличие технологии V-Boost, который управляется сервоприводом и примерно к 6000 оборотов в минуту открывает дополнительные дроссельные заслонки между впускными каналами, создавая тем самым эффект использования больших карбюраторов на повышенных оборотах. В результате прирост мощности составляет 10%, а разгон 280-килограммового мотоцикла до 100 осуществляется всего за 3,5 секунды. На третьем месте Triumph Rocket 3 первого поколения, который выпускался с 2004 по 2017 год. Мотоцикл оснащается нетипичным не то что для круизеров, а вообще для мотоциклов продольным трехцилиндровым двигателем объемом 2294 кубических сантиметра, который выдает 140 лошадиных сил максимальной мощности и сумасшедший крутящий момент в 220 ньютон-метров, доступный уже при 2500 оборотов в минуту. Что как нельзя кстати для трайка. Благодаря этому, несмотря на заводской вес под 350 кг, эта махина разгоняется от 0 до сотни около 4 секунд, а максимальная скорость составляет 220 км в час. Серебро я отдаю самому популярному туристическому мотоциклу Honda GL 1800 Goldwing, который появился в 2001 году и сразу же завоевал бешеную популярность во всем мире. Однако были и те, кому захотелось большего даже от Goldwing, чуть больше комфорта, багажных емкостей и безопасности. Навстречу таким требовательным путешественникам сразу же пришли американские компании, выпускающие комплекты для переоборудования мотоциклов Trike. Причем продаются кит-комплекты как для установки двух колес сзади, так и спереди. Дополнительный вес мотоцикл не чувствует благодаря 1832-кубовой оппозитной шестерке, которая выдает 118 лошадиных сил и 167 ньютон-метров крутящего момента. С 2017 года двигатель стал выдавать 126 лошадиных сил и 170 ньютон-метров крутящего момента. Плюс мотоцикл с завода оснащается очень удобной автоматической коробкой передач DCT. Двухколесную заводскую версию массой 379 кг этот феноменальный мотор разгоняет всего за 4 секунды.
Ну и на первом месте знаменитый обладатель самых больших двигателей Boss Hoss. Поэтому было бы странным, если бы модели этого производителя не имели популярность у любителей трех колес. Причем не нужно ничего колхозить, так как сама компания уже продает 6 различных трайков. Самым интересным является модель Chevy Trike, которая имеет заднюю часть практически с пола автомобиля. По сути, на эту основу можно цеплять что угодно, потому что здесь установлен V8 объемом 6,2 литра, который выдает 445 лошадиных сил и столько же крутящего момента. Стоит такой шедевр $65 тысяч. А самым большим двигателем, который ставится на трайке компании, является V8 объемом 7439 кубиков. Он выдает уже 563 лошадиные силы и 545 ньютон-метров крутящего момента.